Всем привет, меня зовут Тимур, и в этом видео я хочу поделиться инструкцией и ресурсами для того, чтобы быстро, просто и, главное, удобно развернуть себе рабочую среду Confi.ui. На YouTube есть достаточно много роликов на эту тему, и чем мое решение отличается от остальных, это тем, что я сделал два собственных темплейта. Первый и основной, который я использую в работе, это Confi.ui Starter with Web Services CUDA 13. Второй, соответственно, CUDA 12.8. Давайте приступим. Первое, что мы делаем, это идем в поды, нажимаем Deploy, и нам необходимо выбрать конфигурацию нашей машины. Стоит обратить внимание на то, какой инстанс вы будете выбирать, либо это Secure Cloud, либо Community Cloud. Разница в том, что в первую очередь Secure Cloud — это машины, которые вам предоставляет сам RunPod. Community Cloud — это машины, которые предоставляют участники сообщества и, соответственно, получают за это деньги. Из удобств, которые предоставляет Secure Cloud, это Network Volume, который вы можете создать. Это будет такое пространство, которое будет шериться между несколькими подами, какие вы будете создавать, подтягивать оттуда все ваши файлы, все ваши модели, которые вы уже успели загрузить и так далее. Мне эта функция не нужна, к тому же Community Cloud дешевле. Вот наглядный пример. RTX 5090 стоит 69 центов в час. На Secure Cloud уже 89 центов в час. Выбираем Community Cloud, RTX 5090. Давайте назовем его Confi.ui Starter CUDA 13, чтобы не перепутать. И я выбираю свой темплейт под CUDA 13. Корректно он запустится на данный момент только на RTX 5090. Если вы хотите использовать более дешевый вариант, например, RTX 4090 или 3090, то выбирайте второй шаблон, который под CUDA 12.8. Пространства мне достаточно, соответственно, я могу деплоить свой под. Итак, мы снова попадаем на вкладку поды и следим за тем, как деплоится наш под. Я рекомендую смотреть сразу в логи. Здесь, в случае чего, отобразятся все ошибки, и вы сможете понять, в чем ваша проблема. Тем не менее, оба шаблона были протестированы, и никаких проблем быть не должно. Мы видим, что сейчас загружаются все необходимые модули для Confi.ui. Вот 75 из 136. И пока они загружаются, мы можем пойти на вкладку Connect и видеть, что все наши веб-сервисы, в принципе, уже готовы. Итак, первый веб-сервис — это дефолтный файл-браузер, тот же самый, который используется при деплое с оригинального шаблона Confi.ui от RunPod, но я им практически не пользуюсь, так что не будем заострять на нем внимание. Скажем так, он недостаточно удобный под наши нужды. Второй мы оставим на потом. Третий — это сам Confi.ui, и мы уже можем перейти и увидеть, что все запускается. И последний — это стандартный Jupyter Lab. Я им пользуюсь для выполнения shell скриптов. Тут можно зайти, посмотреть всю структуру, все модели, которые у нас есть. Но сейчас у нас ничего нет, поэтому давайте перейдем к последнему сервису. Это как раз мое нововведение. Это некие веб-сервисы, которые позволяют удобно манипулировать моделями внутри нашего рабочего пространства. Первый сервис — это загрузчик пресетов. И пока что он абсолютно пустой, потому что всем из нас требуются разные пресеты, разные наборы моделей, поэтому я буду прислушиваться к вашим комментариям, обновлять образ, чтобы добавлять новые пресеты. Например, если вы хотите работать с изображениями через Z-Image Turbo, то можно загрузить пресет, который подгрузит все необходимые модели. Пока что пресетов нет. Второй сервис — это загрузчик моделей с Hugging Face. На самом деле он может грузить модели откуда угодно, если у вас есть URL. Здесь можно удобно выбрать любую директорию. Как видите, это поддиректории родительской директории Models.
И мы можем выбрать наши VAE, Text Encoders, Diffusion Models и так далее. Давайте, например, загрузим ZImage Turbo модель и все необходимые ее комплектующие. Будем грузить с репозитория confi.org. Смотрим файлы. Давайте загрузим Text Encoder. Выберем базовый, копируем ссылку и вставляем ее в загрузчик. Здесь выбираем соответствующую директорию. Это у нас Text Encoder. И начинаем скачивать. Здесь будет прогресс-бар постепенно заполняться. И через какие-нибудь пару минут загрузка произойдет. Ну и пока идет процесс загрузки, давайте выберем оставшиеся модели. Diffusion Model. Я выберу BF16. Скопировать адрес ссылки. И дожидаемся окончания загрузки, чтобы подгрузить следующую модель в Diffusion Models. Загрузка подходит к концу. И мы видим, что модель успешно загружена. Загружаем следующую. Так, я загрузил все модели. Давайте теперь перейдем в наш confi.ui, который уже готов к работе. И выберем из шаблонов ZImage Turbo, модели для которого мы уже загрузили. Вот шаблон. Тут нету кастомных нод. Все ноды базовые. Видно, что модели уже выбраны. ZImage Turbo BF16, Qwen. Давайте попробуем сгенерировать изображение. Изображение было успешно сгенерировано. Попробуем поменять промпт. Green Eyes. Снова запускаем. И видим, что все прекрасно работает. И теперь я хочу показать вам пример работы последнего веб-сервиса. Это загрузчик модели LoRa с Civita.ai. Для этого я выбрал модель, которая называется Instagramification. Мы копируем ее URL, вставляем. И видим, что интерфейс требует токен. У меня есть токен, вам нужно будет его сделать в настройках вашего аккаунта на Civita.ai, это бесплатно. Я вставляю свой токен здесь и загружаю нашу модель. Модель загружается достаточно быстро, вес у нее небольшой. Мы идем в confi.ui. И теперь, чтобы использовать модель LoRa, мне нужно немножечко изменить пайплайн. Так, промпт у нас пустой. Соответственно, сейчас мы получим непредвиденный результат. Давайте скопируем этот промпт, ставим сюда. Тут проставим 8. Неплохо. Промпт 8, CVG 1. И запускаем. И вот мы видим наглядный пример того, как отработала наша модель LoRa. Можем ее заглушить. Сочетание Command-B, если вы на Mac, на Windows, Linux Ctrl-B. Вот, картинка получается несколько другого качества, более зернистая, более художественная съемка, и наша модель Instagramification делает более такой инстаграмный вариант. Можем размер пакета поставить на 4, и он сгенерирует нам 4 разных изображения.
Вот такой результат у нас получился. Я в этом ролике не буду обучать настройки пайплайнов. Учитесь, подбирайте подходящие для себя модели, лора-модели, экспериментируйте. А я показал, как можно делать это гораздо удобнее с помощью вот таких веб-сервисов. Всем спасибо, увидимся в следующих роликах.